Представьте конец 90-х. Интернет ворвался в дома. Оптоволокно тянется по улицам, и все думают только о dot.com. Все те, кто говорят, что это не очень хорошая технология, кажутся динозаврами из прошлого века. А теперь давайте перевернем всю эту историю и экономику на десятилетия. И мы увидим, что случилось за это время с интернетом. Знаете, что пугает меня сильнее всего? Это не обвал рынка, а то, что мы опять наступаем на те же грабли. Когда все вокруг кричат «риски», да ладно, это где-то далеко. Но вспоминая конец 90-х с доткомами, становится все до жути похоже. Только ставки другие. Те обещания интернета будущего так и не взлетели сразу. Пузырь лопнул с треском. NASDAQ рухнул на 80%. Главный урок. Интернет сам по себе не был обманом. Обманом была цена, по которой его впаривали людям. Сейчас то же самое. Не ИИ пузырь, не искусственный интеллект, а его безумные оценки. Рынок уже живет так, как будто у нас уже готова идеальная, безотказная машина для печатания денег с помощью искусственного интеллекта. Но пока это только мечты. Это классическая ловушка. Шанс всей жизни. Может и правда шанс. Мы на пороге нового цикла. Как и тогда. Говорят, история не повторяется, но рифмуется. Я бы так не сказал. Мне кажется, история как раз таки повторяется, и каждое поколение инвесторов уверено, что им достался уникальный момент. Именно они особенные. Без лишнего пафоса миллионы людей сейчас заваливают деньгами все, что касается искусственного интеллекта, через приложение или через ETF. Я хочу просто встряхнуть всех и показать, что реально происходит под капотом, чтобы вы не только радовались зеленым свечам, но и понимали, на каком топливе они горят. Сегодня почти вся доходность рынка держится на великолепной семерке. Это Apple, Amazon, Microsoft, Google, Meta, Nvidia, Tesla. К концу 2025 года они уже тянут на 35% капитализации S&P 500, главного индекса Америки. В 2026 году эти компании Amazon, Microsoft, Google, Meta готовы вбухать 400 миллиардов в инфраструктуру искусственного интеллекта. Это дата-центры, чипы, электричество. Это больше бюджета многих стран вместе взятых. Деньги идут на реальное железо, контракты, рабочие места. Это все круто. Но вопрос, на 1 миллиард долларов окупится это сейчас или нет? И оправдывают ли такие суммы на текущие безумные цены акций этих компаний? Аналитики уже посчитали, чтобы цены держались лидерами искусственного интеллекта, нужно скоро выдать сотни миллиардов дополнительной выручки только именно от технологии искусственного интеллекта. А вся их текущая выручка по всем бизнесам около 2 триллионов в год. Рынок уже торгуется так, как будто искусственный интеллект вот-вот станет самым мощным генератором прибыли в истории человечества. Красный флаг номер один. McKinsey, аналитическая компания, и другие аналитики вещают, до 60% будущего роста ВВП развитых стран на искусственном интеллекте. Если хоть немного не попадем в эту цифру, будет очень больно. Боссы сами признают, чтобы остаться, кап-затраты могут взлететь до сотен миллиардов долларов. Это уже масштаб целых отраслей. Сейчас развилка. Либо мы в начале настоящей революции и все окупится с лихвой, либо все будет по классической модели. Сначала строим слишком много, потом рынок годами переваривает переизбыток, а математика наука точная. Все возвращается на свои места. Меня лично напрягают компании за сотни миллиардов, оценки без стабильной прибыли. Давайте разберемся по фактам. Без какой-либо паники. Это не крик «продайте все». Это попытка показать цифры, которые хедж-фонды уже учитывают, а многие участники пролетают мимо. Давайте перейдем к главному трюку, финансовому конвейеру искусственного интеллекта. Если вы думаете, что деньги здесь крутятся просто по кругу, то вы абсолютно правы. Это не органический рост. Это бум, который раздувают в лаборатории. В центре этой лаборатории OpenAI и XAI. Они скупают вычисления у облачных гигантов, те тонны графической памяти, так называемой GPU, у Nvidia. А Nvidia бьет рекорды прибыли, качает капитализацию и частично возвращает деньги в эту же экосистему. Схема просто огонь. Инвесторы, далее лаборатории, далее облачные сервисы, далее чипы, рост акций и обратно к инвесторам. Все в плюсе на бумаге, но держится это в основном на обещаниях завтрашнего дня и на долгах. Когда боссы этих компаний говорят о триллионах инвестиций, при текущих десятках миллиардов выручки, это заставляет притормозить. Система разрослась так, что ее крах ударит по всей экономике. Некоторые прямо намекают, на определенном уровне государство может предоставить плечо
в случае, если будет что-то опасное, чтобы не разгребать апокалипсис на бирже, в пенсиях, в политике и так далее. Именно на это сейчас ставят эти самые боссы, эти самые лидеры. Оценка OpenAI Сэма Альтмана в 500 плюс миллиардов при выручке в десятки. Это уже не только вера в технологию, а пари на то, что в систему, как минимум, удержат и не дадут уронить. ChatGPT уже у сотен миллионов пользователей. Это круто, но до триллионов прибыли, как до Луны. Вопросы все громче. Кто в итоге держит весь риск? Плюс лидеры сами поднимают тему экзистенциальных угроз искусственного интеллекта. Честно, но удобно. Оправдывают безлимитные траты и регуляции, которые выдержат только гиганты. Главная боль устойчивой прибыли под эти оценки пока нет. Акции летят на хайпе момента поколения. Это разжигает спекуляцию. Все боятся остаться за бортом этого поезда века. Классика перед перегревом. И еще слой. Это данные. Моделям нужно все больше качественного топлива. К 2027 году многие открытые датасеты выгорят, и компании начнут строить крепости вокруг своих данных. Рынок сожрет не только деньги, но и данные. Скоро лимит будет не в чипах, а в информации. Искусственный интеллект из магии превратится в жестокий, дорогой бизнес по захвату и охране контента. Даже если технологии попрут дальше, не факт, что каждый сегодняшний доллар окупится. Деньги текут к тем, кто держит вычисления, данные и платформы. Остальным достаются только крохи. Вам не нужно рыться в каждом отчете. Достаточно увидеть цены на искусственный интеллект, на ИИ активы, и они взлетают быстрее, чем их реальная прибыль. Это мы уже проходили. Я был тогда еще молод и не увлекался биржей, но те, кто был постарше, были свидетелями доткомов. Пузырь был не в интернете, а в цене. Сеть победила, многие сгорели, но идея осталась. С искусственным интеллектом то же самое. В сухом остатке завышенные мультипликаторы, бешеные капзатраты, риски в паре рук, плюс политика и, конечно, геополитика. Не обязательно, что крах произойдет завтра, но волатильность гарантирована, и кто-то точно окажется не с той стороны. Скажем, пузырь, тут ярлыки не важны. Важно, где и на какой стороне вы стоите. Пузырь это или нет. Самые опасные перегревы – те, где есть реальное зерно. В них веришь до конца, искусственный интеллект меняет мир по-настоящему. Даже этот ролик сделан с помощью нескольких ИИ-агентов, не буду вам врать. Редактор, сценарист, биролы, вставки, заставки, фоновая музыка – все это с помощью этой технологии. И она великолепна, настоящая революция. Но цена этой революции сейчас может быть очень сильно завышена. Что же по сути делать, спросите вы? Не совет, а скорее мой подход. Не ставить все на один мегатренд. Честно спросить себя, сколько вы готовы потерять. Помнить, что после хайпа лидеры могут десятилетиями топтаться на месте. Даже если все кричат сейчас или никогда, и тем более если так кричат, нужно задуматься. На деле технологии никуда уже не денутся. Просто цены подтянутся чуть-чуть попозже. Главное для инвестора ведь пережить дно, а не угадать самый верх цены, так называемый хай. Доход – основа долгосрочного роста. Если его можно поднять только через огромный риск в одном секторе, это уже не доход и это уже не торговля, это просто азарт. Если вы верите в бешеный рост искусственного интеллекта этого сектора надолго, держите какой-то кусочек. Но не закрывайте глаза на остальной мир. Обычный бизнес, акции, облигации, дивиденды, вклады. Я давно это говорю на своем канале и даже показываю не первый год. И особое место в биткоин. Он как маяк впереди флота рисковых активов. В 2025 после пиков 120 с лишним тысяч и отката к 85 тысячам биткоин по-прежнему чутко ловит глобальную ликвидность и аппетит к риску. Когда денег в системе много, то и биткоин взлетает первым и сильнее всех. Когда ликвидность сжимается, падает, острее мы ощущаем движение биткоина вниз. Именно поэтому все профессионалы сейчас смотрят на него как на некую канареечку в шахте. И именно приток риска в искусственный интеллект, нужно учитывать, будет коррелировать с биткоином. Сегодня многие берут риски под идеальный сценарий. Я строю стратегии, исходя из как раз таки не мечты об иксах, а о безопасности капитала. Сегодня я в кэше, в недвижимости, лишь немного в биткоине, и то на остатки прошлого входа. Я вижу интересные фундаментальные трейды. В телеграм-группе вы найдете большие аналитические отчеты по биткоину и российскому рынку. Там можно увидеть многое между строк и, в принципе, задуматься о том, куда можно инвестировать. Кстати, в 2025 году ИИ бьет по энергетике, дата-центры жрут электричество. Так что энергия может стать новым узким местом, а конкуренция растет. Китайские модели вроде DeepSeek доказывают, монополия вещь шаткая. Диверсификация – ваш лучший друг. Тогда любой перегрев – это не конец, это экзамен на выдержку. Знаете, зачем держите каждый актив? Отлично, держите. И не все в одну карту.
и вы тогда выйдете победителем. Рынок всегда выживает. Вопрос, выживаем ли мы вместе с ним? Это тест на зрелость. Если этот разбор встряхнул и заставил вас задуматься, то цель достигнута. Не призываю сливать, не заливать все и на всю котлету. Просто спросите себя, сколько риска вы берете сознательно и хватит ли остального портфеля, чтобы пережить любой сценарий.